Всем доброй ночи. Если помните, друзья мои, я вам говорила когда-то, что мне привез тетрадь, именно тетрадь, такую растрепанную тетрадь из Монголии, один мой хороший друг. Принес он оттуда определенные древние заговоры, слова, которые он переписал у местных жителей. Говорил, что у него там друг был шаман, который помог ему выжить в этих степях. Он когда-то воевал в Афганистане, а потом пустился путешествовать, когда потерял семью и остался совершенно один. Печально у него была история. Но вот эту тетрадь с определенными ритуалами, заговорами он передал мне. Я, честно говоря, их нигде не встречала, поэтому я считаю, что только я имею право на авторство этих ритуалов, поскольку оно обработано лучше на мной. И вот, взяв за основу определенные древние слова на языке именно монгольском, я создала несколько ритуалов. Если помните, удача кочевника-монгола мной была создана и многим понравилась. И вот я постепенно начинаю выкладывать их, показывать вам. Мне было интересно, почему людям нравятся монгольские заклинания и почему у них так быстро работают. Я пришла к выводу, что ведь на самом деле, если так задуматься, практически у многих из нас есть кровь степняков. И поэтому этот дух степи, который мы вызываем, он приходит на помощь как раз тем, у кого энергетика ближе к степи. И, естественно, помогает и слушает нашу просьбу. Дорогие друзья, этот ритуал называется «Счастливая юрта». И я хочу подарить вам этот ритуал тем, которым понравился, точнее, хотел сказать, понравилась работа, но понравился ритуал удачи кочевника. Пусть этот ритуал тоже будет вам в помощь. Когда я читаю слова на другом языке, начнем с этого, что не каждый день говоришь на монгольском дома, правда ведь? И как бы ты ни использовала эти слова, или слова на суахили, когда я дарю вам определенные ритуалы вуду на исцеление, естественно, во-первых, я читаю медленно, чтобы вы вниклись в эти слова, чтобы вы поняли, как их читать нужно. И, естественно, усталость сказывается, естественно, непривычность языка сказывается. Поэтому бывает иногда, что я текст читаю специально медленно, чтобы оно было более ясное, более понятное и более доходчиво. Просто недавно прочитал несколько идиотских таких реплик по поводу того, а почему вы так медленно читаете? Я не знаю, как вы, я на монгольском каждый день не разговариваю 24 часа в сутки, поэтому для меня это иностранный язык, хотя я пользуюсь этими ритуалами. В любом случае, хоть они и написаны русскими буквами, и значение примерное я этих слов знаю, потому что внизу есть приблизительный перевод всегда. В любом случае это иностранный язык. Если до кого-то не дошло, я предлагаю им самим составить ритуалы на монгольском, а потом тявкать под роликами. Потому что те, которые ничего в этой жизни не создали, очень любят обсуждать чужие работы. Пойдемте далее. Раз уж вам приносят удачу монгольские ритуалы, давайте мы с вами еще один проведем очень интересный ритуал. Итак, если у вас есть дома фигура юрты, вот эту вот юрту красивую мне отправила из Казахстана Лидия. Это у нас верблюд. Как видите, я его украсила всего, как украшают караван.
главного верблюда каравана, которого называют нар, путеводитель, то есть предводитель, тот, который ведет за собой. Таких духов ставили из камня степняки возле своих юрт, охранника духа. Издалека он действительно напоминал человека и немножко так пугал людей, которые пытались не с хорошими мыслями зайти в юрту. Но кто знал, понимал, что это не человек, естественно, наверное, что-то себе и позволяли, но в любом случае считалось, что вот этот каменный дух охраняет юрту и обитателей юрты от злых сил. Если у вас есть фигура юрты, замечательно. Вот для вашей фантазии есть в вашей фантазии где разгуляться. Если нет, положите свою фотографию вокруг свечи, маленькие, создавая некое такое ощущение костров степных, да, создавая некое ощущение картину Орды, картину кочевого племени, потому что вы должны, понимаете, как богатство не вызывается полиэтиленовыми пакетами, богатство вызывается к богатству. Богатство тянется к богатству. Украшения тянутся к украшениям, деньги тянутся к деньгам. Просто так, скажем так, богатство не приходит. Когда вам дают ритуалы вызвать там пустой банкой или яйцом, или рисом и 2 свечами 100-летними, которых зажигали уже в 10 ритуалах, и предлагают вызвать богатство. Вы посмотрите, где там богатство и какое богатство должно к этому богатству прийти. Если это нищебродство, то придет только нищебродство и более ничего. Для того, чтобы призвать дух богатства, а дух богатства любит красивую обстановку, ну, вспомните дома купцов, ханов, князей, царей, императоров. В чем, как бы, была их слава, чем показывалось их могущество, их дворцами, блеском их покоев, их одежды, да, их украшения, их оружие, разукрашенное там всеми драгоценностями, их казны. То есть, видя вот это все, это величие, и понимали, что человек богатый, человек могущественный, сильный, и его боялись, уважали, и к нему тянулись за дружбой. Если бы ханы и цари и императоры ходили в обносках, навряд ли кто-нибудь бы подумал о них как о могущественных людях, достойных, богатых и так далее. Магия то же самое. Если вы говорите людям о том, чтобы они призывали себе богатство, вы своим примером должны показать, что это реально. Если вы сидите в сраном халате и в бигудях, да, и говорите, что вы самая востребованная, там, великая, умнейшая ведьма на земле, и ставите свои свечи на крышках банки, ну, вы можете, конечно, это стеклотару, может быть, это тоже ваше богатство, вашим кукуевски пойти продать, может, я не спорю. Но я хочу объяснить людям, дорогие люди, вы должны уметь логически рассуждать. Богатство призывается богатым алтарем. Богатство призывается, жертвуя духом определенные вещи, благовония, свечи, ложите свои украшения. Вам нужно будет для вот этой работы вызова духа богатства, то есть для ритуала «Счастливая юрта» вам понадобится золотистая ткань, либо красная ткань хотя бы. Вот это олицетворяет юргу. Юрга – это территория любви, так называется. В степи негде было уединиться молодым, поэтому они брали огромную такую палку с красным знаменем и втыкали в землю. То есть, кто видел юргу, не приближался. Это было дурным тоном, и это могло дойти до смертоубийства, если человек, видя юргу, подходил туда, потому что там уединялись молодые люди. Вот вам символика юрги. Вот эти палки с красными знамениями, да. Вот вам символика степи. Желтая степь, песчаная, либо там лысая степь, либо наоборот. Но степь, она в любом случае всегда изображалась в таких бурых тонах. Красная свеча – это солнце.
богатство, сила, имущество, могущество. Это драгоценные камни, драгоценные металлы. Вместо юрты положите свою фотографию. Свечи, когда расположите, сделайте так, чтобы впереди не было свечи. То есть вход в юрту, богатство должно идти. Благовоние. Благовоние может быть любое, потому что степь пахнет всеми травами и цветами. И теперь мы с вами проведем этот ритуал. А после того, как, значит, вы провели, потушите или специальным тушителем свечей, или пальцами потушите это все. И можете убрать. Если вам понравилась удача кочевника, значит, этот ритуал не менее сильно сработает у тех, у кого сработал. Я почему дарю много? Потому что, еще раз объясняю, у каждого человека есть своя энергетика, каждый человек имеет свою генетику, у каждого человека своя связь с предками. Кто-то потомок кочевников, кто-то потомок оседлых народов, кто-то, понимаете, у каждого по-своему срабатывает, и мы не можем объяснить, почему вот это сработало, а то не сработало. Вроде все хвалят, а у меня не получается. А у меня вот это получилось, которое не особо делают. Понимаете? Вот у вас вот так получилось, потому что, значит, оно соответствует вашей генетике, вашей генетическому коду, вашей генетической памяти. Вот и сработало. Итак, читать нужно 4 раза. Я уже говорила, 4, 5, вот это вот излюбленные цифры кочевников, 10. Изначально на монгольском, потом на русском языке, потом снова те же более старинные слова я как бы вставила в ритуал, чтобы вот так вперемешку она была намного сильнее. Начнем. Айсунс. Намоих сансон тун. Дугех. Баялок. Бедний юрт. О дух богатства! По степям бродишь, одариваешь богатством людей, не смотришь на то, хан или всадник, богач или ратник, даришь добро, всем поровну. Так приди же, приди, богатейший дух, с мешками добра, злата серебра, с удачей и счастьем, юрту наполни, разбогатеть нам всем, прошу исполни. Ажжарголтай, юрт, Сайнбайна, Тургех, Баялок, Элбек, Танарт. Дух богатой степи, удачливая сила, дай нам изобилие, которое просили. Моя юрта полна земного богатства, изобилие, да придет твое царство. О, приди, приди, через степь приди, через реки приди, на крыльях ветра удача моя, богатейший дух. Озолоти, одари добром, наполни юрту, живи вечно в ней, будь хозяином. Живи, побывай, богатство мира в юрту созывай. Имущество мне навек набирай, да будет так. Ажжарголтай, юрт, Сайнбайна, Тургех, Баялок, Элбек, Танарт. Да будет так, как мы просили. Заклинаю, 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 духом степей заклинаю, силой богатства заклинаю, изобилие, о изобилие, да придет твое царство. Немного голова закружится, и сейчас у меня закружилась. Будет тепло. Обычно от монгольского языка идет некая такая вибрация. Естественно, я те звуки не произношу на монгольском языке, которые там гортанные вот эти звуки, потому что вы не сможете произнести. Но и то, что вы скажете, уже сработает. Как говорит товарищ Горбачев, процесс пошел. Всем удачи, всех благ, пользуйтесь во благо, и пусть
вам принесет это определенное имущество и помощь в ваших делах. Лежа на диване вы не разбогатеете, но если у человека есть дело, если он чем-то занят, и у него еще есть благословение духов и сил, то его занятие принесет плоды. Вот в чем смысл всех ритуалов. Всего доброго.